Антону было всего 19 лет, когда он решил найти работу, чтобы помочь своей маме с оплатой квартиры. Он уже долгое время искал подходящую вакансию, но большинство предложений требовали опыта или специальных навыков. Наконец, ему удалось наткнуться на объявление о наборе строителей на стройке в пригороде. Это объявление обещало достойную оплату труда и возможность начать свою карьеру. Антон отправил свое резюме по указанному адресу электронной почты и стал ждать ответа. Через несколько дней его наконец позвонили и пригласили на собеседование. На собеседовании ему объяснили, что работа будет проходить на строительном объекте в деревне за городом. Ему обещали оплату за каждый отработанный день, и это показалось ему отличной возможностью начать свою карьеру. Без других перспектив Антон принял предложение. На следующий день его подвезли до места работы. Когда они прибыли, Антон заметил, что стройка выглядела немного странно. Никаких строительных материалов, только несколько пустующих зданий. Но его заверили, что все начнется на следующей неделе, и он просто должен оставаться на месте и ждать. Дни шли, но работа так и не начиналась. Антону предложили остаться на месте и помогать с организацией, за что ему обещали ежедневную оплату. Он был наивен и не подозревал, что попал в подпольное дело. Пару недель спустя, во время одного из дней ожидания, полиция внезапно ворвалась на стройку. Всех арестовали на месте и нашли большое количество нуртиков в одном из зданий. Антона задержали вместе со всеми остальными. На следующий день его отвезли в полицейский участок для допроса. Антон пытался объяснить, что он просто искал работу, но его слова были проигнорированы. Ему сообщили, что он подозревается в причастности к организации по сбыту наркотиков. После допроса Антон оказался в СИЗО, где он и проводит свои дни уже несколько месяцев. Он был ошеломлен и разочарован. Его жизнь перевернулась вверх дном из-за его стремления помочь семье и начать карьеру. Следующие недели Антон проводит в ожидании судебных слушаний, надеясь на справедливое рассмотрение своего дела. Он не знает, что будет дальше, но продолжает надеяться на лучшее, мечтая о том дне, когда он сможет вернуться домой к своей маме. Эта ситуация стала для Антона настоящим испытанием. Он осознал, как важно быть бдительным и проверять информацию о потенциальных работодателях. Это также стало для него уроком осторожности и недоверия к подозрительным предложениям.